Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 июня, воскресенье, раннее утро в Киеве. И сегодня я хотел бы привлечь ваше внимание, я бы сказал, к бомбической статье, опубликованной в британской The Times, одной из старейших и одной из влиятельнейших, я бы сказал, газет в мире. Если вы помните, некоторое время назад, совсем недавно, может, пару недель назад, я впервые высказал мысль о том, что страны НАТО, и прежде всего Соединенные Штаты Америки, в вопросе о приеме Украины в НАТО как бы вывели за скобки этого вопроса Владу, представителей администрации Владимира Зеленского. И пока они у власти, Украину в НАТО не примут. Я объяснял, почему это произойдет. Там речь идет об одном только человеке, по большому счету. А что касается Украины как страны, народа, то в настоящее время под руководством Соединенных Штатов Америки НАТО разрабатывает целую программу обеспечения безопасности Украины, сотрудничества с Украиной, которая по своей глубине, масштабам будет равнозначна, близка к реальному членству в НАТО, но исключением 5-й статьи. И то режим будет близок к 5-й статье. То есть весь смысл тех размышлений, которых сейчас в Лондоне, Вашингтоне, состоит в том, что нынешней власти нельзя давать конфетку или нельзя давать в руки козырь, размахивая которым она может переизбрать или так выиграть следующие выборы президента Украины, которые рано или поздно неизбежны. И вот сегодня опубликована газетой The Times статья, которая пришла из Киева. И если предыдущая статья, о которой я рассказывал, на эту же тему, Вашингтон-Пост, это была статья, которая отражала мнение американского истеблишмента, то здесь впервые речь идет об отношении к одному из одиозных, пожалуй, самому одиозному представителю украинской влады Ермаку. И в этом я вижу просто, лед тронулся, что ли, господа. Потому что до сих пор в Украине на эту тему говорили немногочисленные оппозиционные представители, но это не звучало как голос истеблишмента Украины. А вот сейчас эта статья – это совсем другая история, совсем другая музыка. Но я вас сейчас познакомлю, и вы поймете, о чем идет речь. Заголовок статьи: «Окружение Зеленского потрясено жаждой власти Ермака». Наконец-то мы об этом узнали. Высокопоставленные чиновники в Украине все больше тревожатся из-за того, что президент полагается на Андрея Ермака, своего начальника штаба. То есть озабоченность по этому вопросу, ранее выраженная элитой в Соединенных Штатах, вообще в НАТО, теперь она ее же выражают и высокопоставленные чиновники в Украине. То есть понимание по обе стороны, можно сказать, Атлантики. И речь идет о человеке, который олицетворяет самую большую проблему Украины, господа, о чем мы с вами говорили уже давно. По мере того, как первый срок полномочий Зеленского подходил к концу, высокопоставленные представители, военные, правоохранительные и дипломатические источники, внимание, не где-нибудь, а в Украине, многие из которых попросили об анонимности, я могу их понять, выражали тревогу по поводу его, Зеленского, растущей зависимости от Андрея Ермака, начальника его штаба, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. С момента введения военного положения в 2022 году, которое позволяет Зеленскому оставаться на посту до окончания войны, власть Ермака превысила полномочия всех избранных должностных лиц Украины, за исключением президента. Некоторые источники в ряде интервью
назвали его фактическим главой государства. Но и здесь бы я коррекцию все-таки внес, потому что взлет влияния Ермака произошел не с введением военного положения в 22 году, а после поездки Зеленского и Ермака в Оман в январе 2020 года. То есть где-то так за 2 года до того, как об этом пишет The Time. Дипломатические источники Украины жаловались, что он, то есть Ермак, полностью контролирует доступ к президенту, а послы стран G7, которые надеялись на аудиенцию с Зеленским, вместо этого встречались с Ермаком. Ну и теперь вот у меня так риторический вопрос. Мне очень странно, как после вот этого, после того, как становится какой-то идиотской практикой то, что человек, который по своей должности, ну, зав канцелярии президента, завхоз иногда называют, но он решает, допускать послов G7 или нет, то есть послов, от которых зависит миллиарды долларов, на которые существует Украина, вынуждена существовать в связи с войной, которая оказывает военную помощь, которая вообще, да, существует, победит она или нет, или победит то когда. И вот завхоз решает, то есть с ними вопросы, не пуская их к президенту. Это вот тот бардак, о котором я говорил, и послы видят, они не понимают, что это за человек. И как после этого вообще можно надеяться, что украинскую владу примут в НАТО? Это вообще совершенный нонсенс, о чем я вам говорил. Дальше статья пишется. Администрация президента отвергла критику как пропагандистские нападки. Ну, понятно, и ПСО, да, конечно. Мы это уже слышали от Резникова. От Лехи «Золотое яйцо». Администрация утверждает, что критика, то есть представитель администрации, команды Ермака, что критика вызвана прямым, но эффективным стилем управления Ермака, указывая на его успехи в инициативах, в том числе в привлечении международных партнеров к участию в мирном саммите в Швейцарии на следующей неделе. Но это какой-то детский лепет, я понимаю, эти представители команды Ермака, они, наверное, живут в королевстве кривых зеркал или в каком-нибудь параллельном мире, потому что, так, по сути дела, и мы с вами это обсуждали неоднократно, Ермак проваливал все, за что он брался. Но если взять вот последнее, это Швейцарию, какой же это успех? Это полный провал. Это начиналось как конференция, мирный план, предложенный Зеленским. С тех пор, вот та повестка дня, которая сейчас выносится в Швейцарию, там вообще о мирном урегулировании, о мире вообще практически слова нет. Выбрали 3 периферийные вещи, они важные, но мирная конференция, глобальная конференция мира, но она никак не укладывается в это дело. И произошло это из-за Ермака, потому что изначально, ну мы поговорим подробнее об этом потом, поближе к этому событию, этот проект возник между Ермаком и лоббистской структурой, которую, значит, открыли для Украины в Копенгагене. И задумалось, как я так понял это все, как это показало дальнейшее развитие событий. Все это задумывалось как фотосессия Ермака. И развал и провал самой идеи начался уже в Джиде. Это, по-моему, вторая была встреча в рамках, значит, этого процесса, где, как писали американские газеты, все были удивлены. А украинскую делегацию возглавлял Ермак. То есть пригласили, организовали, да, люди приехали, и украинской делегации там не видно. Этот план Зеленского из 10 пунктов представители Украины никоим образом не пропагандируют, ну вообще не берут на себя инициативу в обсуждении вопроса. Вместо этого всю инициативу перехватили саудиты, китайцы, образовали комиссии потом соответствующие, а потом они все вместе послали это все нафиг, и сейчас вот фактически Украина чуть ли не у разбитого корыта. Китайцы отказались, саудиты отказались, по-моему, Бразилия тоже отказалась. Вместо Байдена туда едет уважаемый Камала Харрис, который не занимается внешней политикой совершенно. То есть это провал уже фактически. Ну и потом, это только эпизод. Он же проваливал все, за что брался. Первое, он провалил подготовку Украины к обороне. Это из-за Ермака.
агрессия России против Украины оказалась неожиданной. Хотя полгода американцы об этом предупреждали, но куратор Ермака Аманского, Козак, был с ним регулярно на телефоне. Я ему говорил, что все будет нормально. Последний раз он сказал, все будет нормально за 3 дня до агрессии. А в день агрессии он ему еще раз позвонил, сказал, а теперь сдавайтесь. То есть куратор Ермака через Ермака, Буша, Зеленского, и страна оказалась таким образом перед катастрофой. Причем она пришла таким образом перед катастрофой, когда при помощи тогдашнего министра обороны, это еще до Лехи Золотое яйцо, тогда Таран был, ну дальше я вам расскажу, там натворил такое, что страна, ну, достаточно сказать, единственный завод по производству снарядов работал 1 день в неделю. Затем он провалил гуманитарную помощь, разведя там такую коррупцию, что люди просто перестали оказывать помощь Украине. Она рухнула. Потом коррупция была разведена в области поставки вооружений. Тоже вам еще свежую информацию дам по этому поводу. Короче говоря, за что он не брался? Да, он влез, возглавил Министерство иностранных дел, завалил все. Последние гастроли Зеленского, а насколько я понимаю, ему пишут спичи, значит, люди из команды Ермака, и он это все, наверное, редактирует. Последние, мало того, что нахамили Байдену, еще побили горшки с Китаем. Где эти успехи, я не вижу. То есть кругом сплошные провалы. Дальше, значит, пишет газета. Военные чиновники обвинили Ермака в том, военные чиновники Украины, заметьте, в том, что он удалил генерала Залужного. Сначала отдалил от президента, и в конечном итоге организовал его увольнение с поста главы вооруженных сил. По их словам, Ермак считал Залужного конкурентом своей власти. То есть это уму непостижимо. Завхоз считает главнокомандующего вооруженными силами Украины, от которого судьба страны зависит, он считает его своим конкурентом, боже мой. Он в своем уме, я имею в виду Ермак, или нет. Ну и после этого мы знали, да, когда готовилось увольнение Залужного, писали американские газеты, я вам все это рассказывал, они писали, что это будет катастрофа. Ну и после этого и грянула катастрофа под Харьковом. И так чудо и героизм, и огромное количество погибших людей после этого заплатили за то, что, согласно статье, Ермак считал Залужного конкурентом своей власти. Это ужас какой-то. Представители команды Ермака заявили автору этой статьи: Валерий Залужный не был уволен. Он назначил послом в Великобританию, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нему. То есть его повысили, наверное. Надо, если следовать логике представителей, помощников Ермака. У меня встречный вопрос. Кто-то верит в эту ложь. Ну, как можно верить людям, которые несут такую чушь, которые, в Украине никто не поверит? Кстати, надо сказать, статью написал Максим Такер. Максим Такер, журналист, он когда-то работал в Киеве на The Times. Он работал на Amnesty International, весьма уважаемую международную организацию. Плохих людей туда не берут. Он также пишет на целый ряд, в качестве стрингеров, на целый ряд влиятельных изданий в Соединенных Штатах и в Великобритании. Правительственные инсайдеры, правительственные в Украине, как пишет автор статьи, обвиняет Ермака в увольнении заместителя премьер-министра Кубракова. Но об этом я вам рассказывал, вы знаете что-то за историю. И дальше. И генерал Залужный, и заместитель премьер-министра Кубраков, отвечавшие за инфраструктуру Украины, пользовались большим уважением за свою честность, компетентность и независимость. И в этом сделаю свое маленькое замечание и существо кадровой политики Ермака. А кадры, как мы знаем, решают все. Через кадры можно развалить любую организацию, любое государство, любые вооруженные силы. И вот
какая-то странная кадровая политика Ермака, который отвечал и за кадры, за их подбор на высшие государственные должности. Странная кадровая политика, когда уважаемые, компетентные, честные люди увольняются, а на их место приходят прохиндеи. Причем не просто прохиндеи, а иногда их присылают прямо из ФСБ. Дальше пишет газета. Опасения по поводу того, что Зеленский все больше полагается на горстку подхалимов внутри страны, усиливается по мере того, что число чиновников, имеющих прямой доступ к президенту, сокращается, а команда Ермака растет. Но это вот то, что я сказал о кадровой политике. Кадры решают все, особенно во время войны. Я был в числе примерно 5 человек, говорит Олег Устенко, имевший прямой доступ к президенту. Да, он говорит, что он был в числе примерно 5 человек, имевших прямой доступ к президенту. Вот, собственно говоря, все, что имел президент, около 5 помощников. Устенко был советником Зеленского по экономике, был уволен в марте без объяснения причин. То есть, зафиксируем, 5 советников у Зеленского. А по словам того же Устенко, у Ермака несколько десятков человек работают в качестве советников и помощников. И у него даже несколько заместителей. Ну вот мне скажите, кто в стране главный? Тот, у кого 5 помощников, у которых несколько десятков, и который принимает решения по всем важнейшим вопросам страны. Статья дальше рассказывает. Политическое выживание 2 из этих заместителей Ермака, Татарова и Кирилла Тимошенко, который сейчас является ключевым советником министра обороны Умерова, возмутило антикоррупционных наблюдателей в Украине, которые указывают на сообщения об их предполагаемом участии в скандалах со взятками. И несмотря на все это, несмотря на все просьбы иностранных партнеров, международных партнеров, прежде всего Соединенных Штатов, Татаров по-прежнему отвечает за реформы правоохранительных органов, что является безумием, сказала Дарья Калинюк, исполнительный директор Центра антикоррупционных действий. Это действительно безумие, которое реально разрушает государство, и оно продолжает место быть. Оно никаким образом не искореняется, никто с этим не борется, хотя известно из всевозможных, официально известно, неофициально известно, средств массовой информации от политиков, что без борьбы с коррупцией Украина не двинется никуда, совершенно никуда. То есть можно говорить сколько угодно, о чем говорил неоднократно Зеленский, но после этого, видимо, и он даже устал говорить на тему борьбы с коррупцией, потому что ее нет. А как она может быть, когда такие люди там сидят? И дальше она отметила, Дарья Калинюк, что Татаров находится под следствием по делу о взяточничестве. Но вместо того, чтобы его уволить, канцелярия президента ОПА, проще говоря, поручила новым прокурорам заняться его делом. А эти новые прокуроры взяли его и закрыли. Таким образом, подведя итоги этому абзацу, можно сказать, что Ермак, он покрывает коррупцию, вернее, он ее является создателем, поджигателем коррупции, потому что нанимает таких людей, заведомо известных коррупционеров на ключевые должности, а потом их покрывает, нарушая при этом законы. Таким образом, он ее укрепляет. А теперь, как мы знаем, раньше Зеленский попытался как-то что-то там объяснить, а в последнее время, вот когда приехал сюда Блинкен и очередной раз увязал борьбу с коррупцией с перспективами там Украины, как писал Вашингтон-Пост, Зеленский пришел в бешенство, когда ему об этом сказал Блинкен. И у меня опять риторический вопрос. И эти люди хотят в НАТО реально? Или они и хотят, чтобы, значит, их в Вашингтоне на очередной сессии НАТО
дали им хорошую бумажку, где будет красивыми словами сказано, что Украина будет в НАТО и так далее. И потом они будут размахивать этой бумажкой для того, чтобы выиграть следующие президентские выборы. Этого они хотят. Наверное, только этого, потому что если бы они реально хотели вступления в НАТО, то они что-то делали бы это. А так, вот я все больше прихожу к глубокому убеждению, что ОПА, она не хочет в НАТО, она наоборот разваливает, делает все возможное, чтобы не дать Украине вступить в НАТО. Им единственное, что нужно, по поводу чего они устраивают истерики. Им нужна очередная красивая формулировка, которая показывала бы, что Украина движется в НАТО, благодаря, естественно, неутомимой, неугомонной деятельности, я бы сказал, ОПы Ермака. Этого не будет. Я вам однозначно об этом сказал, и это все больше подтверждается влиятельнейшими средствами массовой информации, которая сообщает, ссылаясь на этом на ведущих политиков Запада. Ну, Блинкен, последний, который об этом говорил. Коррупция, дальше продолжает статья, все чаще становится источником трений между Белым домом и Киевом. Блинкен, госсекретарь США, во время своего визита в Украину в прошлом месяце заявил, что Киев должен убедиться, что борьба с коррупцией продолжается внутри страны. Наивный Блинкен. Неужели он не знает, что она даже не начиналась? Но он говорит, что она должна продолжаться внутри страны так же, как борьба с российской агрессией на передовой. Блинкен говорит то, о чем мы с вами говорим уже с начала войны. Два фронта, внешний, внутренний, и они практически равноценны. Без победы на каждом из них у Украины нет будущего в НАТО, в европейской системе безопасности. Пока эта влада персонифицирована, вот именно те люди, которые сейчас там находятся, на Банковой, пока они находятся при власти. Дальше газета продолжает. В то время, когда украинские солдаты спешно рыли окопы для отражения российского наступления на Харьков, недоумевая, почему эти укрепления не построили раньше. Возможно, ответ кроется в том, что Ермак назначил своего бывшего заместителя Тимошенко в Министерство обороны, где ему поручено контролировать строительство укреплений стоимостью 647 миллионов долларов. Вот такая вот ситуация. И это стоило Украине потерянных, сколько там сейчас говорят, около 700 квадратных километров. Путин насчитывал 880 на своей последней пресс-конференции. Это вот последствия, вероятно, как пишет статья, назначения Тимошенко. В прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что Тимошенко ездил на Porsche Taycan и бесплатно проживал на роскошном курорте, а также злоупотреблял своими полномочиями, позволяя подчиненным выезжать за границу в нарушение мобилизованного законодательства страны. Кроме того, было установлено, что он представил поддельные документы с целью скрыть правонарушение, что ставит под сомнение то, как ему была отведена столь серьезная роль в обеспечении национальной безопасности. Вот действительно большой вопрос. Но есть еще больший вопрос. У меня вот личный вопрос. Как? Ну, дальше тут говорится, что, оказывается, у Ермака есть доступ к совершенно секретным документам, там, согласно какие-то там протоколы есть. Я недоумеваю, как Ермак мог получить, особенно с учетом военного времени, доступ к секретной информации. И хотя, исходя из того, что уже о нем известно из публичных источников. То есть тут дальше... Ну ладно, давайте вот когда дойдем дальше, я прокомментирую это, потому что люди как-то так не понимают, что происходит. Дальше один из представителей или представительница Ермака говорит, что надо доказывать дело в суде. А раз не доказан, значит не виновен. Это так, это правильно, да, в нормальное время, в нормальном государстве. Но есть такое понятие, как контрразведывательный режим. Если вы будете ставить вопрос, что пока не доказан, что он шпион в суде, он может иметь доступ к государственной тайне в Украине, это смертный приговор для Украины. Просто смертный. А контрразведывательный режим – это набор правил проведения контрразведывательных операций. Это соответствующие операции, в результате которого оцениваются связи человека, его поступки,
и так далее. И принимается решение, опасен, может ли он быть опасен для государства или нет. С точки зрения контрразведывательного режима, ну, совершенно исключено в настоящее время занимать и иметь доступ к секретной информации в администрации президента, если у тебя брат полковник ФСБ, или если твой бывший ближайший партнер – это лепший друг твоего отца, и ты вместе с ними был 3 человека всего-навсего в одной компании, которые вы же и создали, что свидетельствует о доверии между вами, что-то где-то есть у вас общие интересы и общие ценности. А теперь этот человек работает плодотворно на идее русского мира, ради которого орки пришли в Украину. Но это элементарные, просто элементарные вещи. То есть я не могу представить во время Второй мировой войны вот такое развитие событий, когда бы в Политбюро или в Кремле работал человек, который в 1938 году имел бы общий бизнес с Геббельсом. Ну, никак не могу представить. А это вот как раз то, что сейчас происходит. Да, в конце концов, раскрутите историю о том, как, кто подсунул Зеленскому представление на стол, на подпись о назначении Наумова первым заместителем председателя СБУ. Когда американцы передали аудиозапись материала, когда известный агент ФСБ Сивкович звонит агенту ФСБ же Кулиничу и дает ему задание назначить Наумова на эту должность. И Наумов назначается. Единственный человек, который мог подсунуть это представление, это Ермак. Да помимо всего этого, по совокупности, что было произведено, когда он отвечал за эти направления, он уже за решеткой должен сидеть и должно вести следствие. Но вместо этого следствие ведется против разведчика заслуженного Червинского, который обвинил Ермака в том, что он является агентом ФСБ. А дальше сообщается о том, что деятельность Ермака подрывает репутацию Украины, чем пользуется Раша. И это касается в том числе приема Украины в НАТО. И в заключение сообщается, даже самые ярые критики президента говорят, что у него еще есть время изменить курс. То есть они разделяют их двоих. Мы видели, что Зеленский был совершенно разным президентом в зависимости от того, кто был главой его администрации, сказала Калинюк. Еще большей ошибкой было то, что он доверил столько полномочий Ермаку, который явно опьянен властью. Я согласен с такой постановкой вопроса, но госпожа Калинюк, учитывая, что она находится в Киеве, и давая такое интервью, снимаю шляпу перед ее смелостью и чувством, присутствующее у нее гражданскому долгу, значит, все-таки не согласился с вопросом бы, что главная опасность Ермака в том, что он опьянен властью. Дело гораздо хуже. То есть нужно помнить, что он стал всесилен после встречи в Омане, после заразного контакта с Патрушевым. И тут-то и началась вся катавасия вскоре. Коррупция – это не самое главное, что создает Ермак в Украине и чем пользуется Раша. Он натворил гораздо больше. Это и так называемое неожиданное вторжение Раши 24 февраля 2022 года, к которому Украина оказалась совершенно не готова. Это сдача юга. Страна оказалась безоружной, потому что патронный завод, да вообще ничего не построили, только закрывали ракетную программу. Единственный завод боеприпасов работал 1 день в неделю, громадные деньги зарывались в асфальт, причем таким образом зарывались, чтобы русским транспортным колоннам потом было удобнее идти вглубь Украины. Кадры, которые решают все, которые привел Ермак, это некомпетентные, вороватые, да не просто вороватые, мародеры просто. Это прямое вредительство все. Прямое вредительство. Какое тут, причем здесь опьянение власти. Кстати, здесь, значит, сказали, что он чрезвычайно эффективный. Вот поэтому, значит, он за все берется. Ну, эта идея, она перешла вот в эту статью с статьи в Вашингтон-Пост. Там тоже она была, и она... Это то, что сказал бывший посол Соединенных Штатов, бывший посол в Москве,
что он действительно эффективный. Ну так только вы посмотрите, на что работает его эффективность. Он чрезвычайно эффективно работал, вот что я им перечислил, на Москву, на Кремль, на ФСБ. Лучше бы он был неэффективным, к сожалению, он эффективен. То есть, еще раз, он разваливал все, к чему он притрагивался, и он продолжает это делать. Увольнение Залужного. Американские газеты писали, это катастрофа, это будет катастрофа, не просто вредительство, катастрофа. Организовали, получили катастрофу, потеряли территорию, масса людей погибла. А он выполняет работу один, целой пятой колонны или резидентуры врага, самым эффективным образом. Поэтому его эффективность – это не его плюс. Это глубокая, это страшная проблема государства Украины. Вопрос теперь, Зеленский может уволить или не может? То есть весь смысл статьи сводится к тому, что у Зеленского еще есть шанс. Согласен с этим. То есть сейчас вопрос стоит так. Что делать ему? Тут вопрос или Ермак, или страна и ее будущее. Тут как-то надо определиться. Дальше уже некуда. Там хорошо были и ПСО, якобы ФСБшные и так далее. Но теперь уже госсекретарь США говорит. Американские газеты ведущие пишут. Британские газеты об этом пишут. Что делать? Ну, это вопрос. Может Зеленский уволить или нет? Сейчас я вам покажу одно маленькое видео, а вы мне скажите, вот кто из этих двоих, кто главный, а кто подчиненный. Посмотрите, пожалуйста. Это не займет много времени. Я вот лично не уверен, что Зеленский является тем человеком, который может в состоянии уволить Ермака. Между тем, именно от этого зависит ближайшее будущее Украины. То есть так много поставлено ребром на этом деле. Поэтому я рад этой статье, прежде всего, потому что она показывает, что в Украине есть люди и на высоких позициях, которые уже не могут молчать. И есть надежда, что они готовы к действиям разумных, в разумных пределах для законопослушных людей. Нужно объединяться, нужно объединять вот эти силы в Украине с действиями, с позицией западных партнеров Украины. Только так можно решить этот вопрос, от которого зависит слишком много. Это, знаете, потомки, если это дело так оставить, то ничем хорошим это не закончится. И потомки будут просто в ужасе, если опять-таки этот вопрос не будет решен. Через 50-100 лет они не смогут понять, как можно потерять государство из-за завхоза. Поэтому надо объединять усилия. Ну и так, сразу вот то, что приходит на ум, что можно и, наверное, нужно сделать. Возможно, начать можно с петиции, запустить ее на сайт президента Украины о необходимости безотлагательного увольнения Ермака. Она, безусловно, не пройдет, но это сразу станет известно. После этого можно приступать к петиции на международных ресурсах, чтобы показать партнерам Украины, что в Украине есть силы, которые понимают проблему, которые, может быть, готовы взять ответственность на себя. Нужно поставить Зеленского перед всем миром, вот так поставить ему вопрос. Что, господин президент, для вас важнее? Ермак или будущее Украины? И победа над Россией? Но то, что победа будет рано или поздно, это понятно, но весь вопрос, сколько она обойдется народу Украине, ее лучшим представителям, это тем, которым сейчас снизен
снижен призывной возраст, и которых сколько их еще погибнет, прежде всего, значит, эта победа будет достигнута. При Ермаке эта победа будет все труднее и труднее. Вот такая вот статья, господа. А сейчас я бы хотел бы вам добавить несколько из последних, так сказать, некоторых аспектов деятельности господина Ермака. Возможно, вы слышали, что он имел аудиенцию с папой Римским. Хочу вам сообщить по этому поводу, значит, что он делал попытки организовать эту встречу через свои каналы, был послан. После этого эта информация, вот, которую я вам сейчас скажу, я получил от одного достоверного источника, в достоверности информации которой я имел возможность убедиться неоднократно на протяжении нескольких лет. Это, ну, скажем так, представитель близкий, я очень обтекаемо, по понятным причинам излагаю, близкий к правительственным учреждениям Соединенных Штатов и Великобритании, которые занимаются самыми чувствительными вопросами внешней политики, скажем так. Но он один. Но вопрос настолько важен, что я считаю необходимым его засветить публично, для того, чтобы здоровым силам в Украине, включая те, которые работают в спецслужбах, со своей стороны дальше расследовать этот вопрос. Итак, это, значит, информация, что встреча Ермака с Папой Римским была организована через дипломатические каналы Российской Федерации. Российской, что делает вопрос это весьма пикантным. И там, значит, из того, что написал сам Ермак, по результатам этой встречи, он познакомил его святейшество с философией плана мира Владимира Зеленского. Ну, мы с вами тут, я высказал свои мысли, что вся эта история с этим проектом была выдумана как проект, так сказать, пиар-проект самого Ермака, который сам же его похоронил уже на встрече в Джиде. Потому что тут дипломаты, профессионалы должны работать. Вот китайский представитель Ли Хуэй, он сделал турне по крупнейшим странам глобального юга, и после этого большинство из них, крупнейших стран, отказалось, буквально вот пару недель назад, отказалось ехать в Швейцарию. Вот это дипломатия. А то, что делает завхоз, ларечник, это что-то другое. Это много суеты, это фотосессия, затем, значит, сообщение в Твиттере. Как результат, это провал. То есть в том, что сейчас выносится, будет вынесено в Швейцарии, там вообще плана о мире нету. Там нет ни слова о международном праве, о агрессии, ну и так далее. И как мир-то будем устанавливать? Ничего этого абсолютно уже не осталось. Дальше, значит, его подопечный Сырский, о котором тоже мы неоднократно говорили, ради которого был уволен генерал Залужный, после чего последовала катастрофа в Харькове. Так вот, значит, что он успел натворить на своей должности вот за прошедшее время? Сделано немало. Он, по мнению военнослужащих разного уровня, в разных подразделениях, занимается уничтожением самых элитных спецподразделений, которые есть в Украине. Самых элитных, включая подразделение ГУР. Пример могу привести: 67-я бригада. Это украинская так называемая добровольческая армия. Ее расформируют, значит, берут группы оттуда по 2, 3, 5 человек. То есть ладно бы там крупными подразделениями как-то так ее разделили бы и послали в разные части, но берут 2, 3, 5 человек, посылают в другие части, перемешивают их какими-то там новичками безусами, ну, как говорится в армии, салабонами, и посылают куда-нибудь там в самое горячее, в самое пекло. Естественно, они в этом пекле в новом составе особой помощи не принесут, но их уничтожают. И это только один из примеров. То, что делает Сырский, делал до сих пор, это вот
как бы сказать, тенденция его работы. Второе, значит, опять-таки, при Ермаке, при его руководящей должности, при Таране, как министре обороны, был фактически уничтожена система учета военнообязанных, которая создавалась еще во времена Советского Союза. Идеальная система. Там было известно, где кто, какая специальность. Всегда можно было вырвать нужного человека по данной специальности и послать куда надо. Все это было уничтожено. Это была диверсия. Просто диверсия, во-первых. Неизвестно, кто где находится, которого можно призывать. И неизвестно, в чем он специалист, поэтому электронщика, суперэлектронщика могут послать там на передовую по части в Яр, в то время, когда в другом месте не хватает человека, который может обслуживать сложнейшую систему радиоэлектронной борьбы. Так вот, значит, он ни черта палец о палец не ударил и не собирается, судя по всему, это делать. А это, опять-таки, это катастрофа, потому что Russians, они имеют эту систему. В ВСУ ее нет. Была она уничтожена при Ермаке уже. Затем, то есть он по-прежнему срывает, как считается, мобилизацию. Именно Сырский занимается этим делом. Ну, а Таран это что же, креатура. Это все после того, как Ермак стал еще, помимо всего прочего, главным кадровиком страны. Так вот, вместе с его замом Миронюком они нанесли страшный смертельный удар по системе, по разработкам в области противовоздушной обороны, ракетной программе Украины. Они затормозили программу «Нептун» минимум на 1,5 года. Ольху вообще практически уничтожили. Ну и учет, как я вам сказал. Это стратегический был удар. Где у нас сейчас Таран? Он представляет Украину полномочно и чрезвычайно в Словении. Еще одно из его ярких направлений деятельности – он тормозил закупки клистронов. Это такие интересные штучки, которые очень важны для работы радаров там всевозможных, средств связи, уникальные. И тогда еще при помощи спецопераций можно было добывать их в Раше. Он положил этому конец. Таран. Источник иссяк. Его взяли и уничтожили своими собственными руками. Ну и еще интересно насчет коррупции в сфере закупок вооружений. Ну, после того, как эти ставленники протеже Ермака были пойманы с поличным на закупках золотых яиц по 17 и прочими шалостями, и главное, там вышли сухими из этого дела. Появились новые варианты, появились новые. Теперь, значит, когда Украина закупает оружие из бюджета, а на эти цели у Украины имеется ежегодно в бюджете вот в этом году где-то порядка 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов. Так вот, по идее, значит, Украина должна их закупать, и это все должно идти через официальные каналы, и это все должно контролироваться государственным финмониторингом. А на самом деле эти все закупки идут через подставные фирмы, однодневки, которые, надо понимать, но не могут они существовать в таком количестве, проворачивать такие операции и быть неизвестным человеку, который возглавляет эту систему, то есть Ермак. И вот что интересно, что финмониторинг даже не смотрит на эти компании, а делается следующее. То есть западная компания, западная страна, которая должна поставлять по официальным каналам это ЗСУ, она поставляет это по требованию чиновников из Министерства обороны Украины, поставляет фирмам-однодневкам, а те потом уже поставляют ЗСУ. Естественно, преподнося это по отчетности как то, что это они где-то приобрели, и теперь они продают это ЗСУ. То есть на этом делает то, что Украина получает, произведя какой-то определенный платеж, потом фирма-однодневка накручивает еще свое и потом поставляет ЗСУ.
И на этом можете представить, какие делаются деньги. При этом, как сообщается, державный финмониторинг это все почему-то, ну как, пропускает мимо глаз своих и ушей. Но это так вот, краткий перечень событий, который продолжает иметь место, господа. И я думаю, что настало время мне вот после моих предыдущих комментариев по другим статьям, включая Вашингтон-Пост по поводу Ермака, пишут, что делать. Ну вот, надо объединять усилия, переходить от оглашения проблемы со стороны, на страницах Вашингтон-Пост, теперь британская The Times, нужно переходить к конкретным действиям. И одно из первых, которое я считаю необходимо сделать, нужно сделать петицию. Если она не сработает в Украине, согласно существующей практике там подачи петиции на сайт президента, тогда надо выходить на международный уровень и ставить перед Зеленским на международном уровне вопрос ребром. Вы с кем, господин президент? Надо что-то делать. Дальше ждать нельзя. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет за нами, за народом Украины и на внешнем, и на внутреннем фронте. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, терпения и твердой уверенности, что победа будет за нами. До новых скорых встреч.